Всем привет! 36-канальный IP XMI-евский видеорегистратор видеонаблюдения. Работает 17 камер, 3 из них удаленные. 14 камер установлены у меня дома, работают в домашней сети. Видеорегистратор через роутер находит их в домашней сети, выводит на экран, на монитор, записывает с них видео на жесткий диск, установленный им видеорегистратор. И также на этот видеорегистратор я могу заходить через приложение XMI и открывать все камеры, которые добавлены к видеорегистратору. И также эти 3 камеры, которые удаленные. Что значит удаленная камера? А то значит, что одна из них установлена в моем городе, но в другом конце города, а 2 другие установлены за 300 километров отсюда в другом городе. И я вижу с них в онлайне картинку. Мой видеорегистратор пишет, сохраняет запись с этих камер всех удаленных также. Наличие микрофона, также запись будет сохраняться с аудио с этих камер. Я могу открыть камеры на весь экран и вести видеонаблюдение, вот как в моем случае, за 300 километров в онлайне. Все это делается посредством интернета, через интернет. Первое условие: у вас дома должен быть интернет, видеорегистратор подключен к интернету, вещать в сеть, ну и брать из сети информацию через роутер. Также камеры, которые удаленно хотите вы подключить к видеорегистратору, также должны быть подключены к интернету. Это первое основное условие. Второе основное также условие, это из моего опыта, то, что я экспериментировал и проводил опыты с этим, с удаленным подключением. XMI-евский видеорегистратор и камеры также должны быть XMI-евские, того же самого производителя, что и видеорегистратор в моем случае. Камера может быть статическая, купольная, комнатная, поворотная, с зумом, без зума, не важно. Главное, чтобы камера поддерживала приложение XMI. Также вы можете потом, если камера поворотная, заходить на нее, управлять с видеорегистратора, перенаправлять ее, любые моменты, все это делается через интернет. Пробовал я подключать по OnVIF камеры других производителей. По OnVIF у меня удаленно камеру не получилось подключить, поэтому основное условие: камера и видеорегистратор, в нашем случае XMI, должны быть совместимы, одного производителя. Третье условие: в месте установки камер, которые вы хотите удаленно подключить к видеорегистратору, должна быть включена вашим провайдером функция статического IP-адреса. И это обязательное условие. Видеорегистратор будет находить ваши камеры под статическим, то есть под постоянным IP-адресом, внешним. Если внешний IP-адрес будет меняться, понятно, что видеорегистратор камеры не будет находить. Возможности привязывать камеры по ID через облако пока видеорегистраторы XMI-евские не поддерживают. По этому поводу напишите в комментариях, может кто сталкивался с такими видеорегистраторами, которые уже поддерживают добавление камер удаленных через облако по ID. В Украине вроде бы проблем с этим нету. Опять же, камеры подключены в селе. Провайдер выдал IP-адрес, функцию статического IP-адреса без проблем. Понятно, что абонплата увеличивается на какую-то стоимость, 30-50 гривен. В моем случае у меня в городе то на 30 гривен дороже месячная абонплата. Ну, у всех по-разному. Есть сервис NoIP. Это у кого нет варианта подключения статического IP-адреса. Введите NoIP и вы зайдете на этот сервис. Там все можно ознакомиться, как вам сделать через этот сервис, получать статический IP-адрес. Камера должна получить также внутренний статический IP-адрес. Функция DHCP должна быть выключена. Это все можно в веб-интерфейсе камеры сделать, в разделе сеть, IP-адрес, получить IP-адрес постоянный. Присваиваете постоянный IP-адрес камере, запоминаете его. Заходим в веб-интерфейс роутера вашего домашнего, в моем случае TP-Link. Захожу я в веб-интерфейс, в настройки, сеть, переадресация. И первая камера у меня порт сервиса 34567, XMI-евский. IP-адрес камеры 192.168.0.106 и внутренний порт ввел я 34567. У многих возникал вопрос, как подключить несколько удаленных камер из одного места. Вот я вам этот случай как раз и показываю. Порт сервиса следующий идет 34568 уже, а не 7. Поменяли мы одну цифру последнюю. IP-адрес внутренней камеры
из места ее установки удаленной 192.168.136, другой IP-адрес. Внутренний порт остается прежним 34567. Все это мы сделали переадресацию, проброс портов, сохраняем настройки роутера. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Далее в видеорегистраторе на свободный канал заходим, жмем плюс, обычное добавление камеры, но тут у нас происходит выбор не в домашней сети, а привязываем мы камеру вручную, вводя ее данные. 18 канал, к примеру, у нас пустой, кликаю 2 раза по нему. И в открывшуюся рамку ввожу внешний IP-адрес статический, тот, который мы просили у провайдера с той стороны, того роутера удаленного. Внешний IP-адрес, который вам закрепил за вами провайдер, вводите его именно в эту строку, адрес устройства. Порт 34567, а на вторую камеру также делаем вход. Уже с 19-го, например, свободного канала адрес устройства у нас остается тот же, внешний, статический, а порт у нас меняется на тот, который мы пробросили. 3, 4, 5, 6, уже 8, а не 7. Соответственно, камера у вас запаролена. Видеорегистратор попросит пароль, вводите, жмите ОК. И камера у вас через интернет удаленная добавляется на видеорегистратор. С камерой можно производить все те же самые действия, что вы производите с камерами домашними, которые у вас дома установлены. Также вы ими можете управлять, также вы можете менять настройки цветности, яркости, смотреть информацию по камере. Все, что можно сделать с видеорегистратора с камерой. Камеры совместимы с видеорегистратором XMI-евский. Можно также ставить камеру по движению, если камера поддерживает силуэт человека, фиксацию лиц человека. Все это можно делать с удаленной камерой через видеорегистратор, менять настройки, все дела. Ну и какой огромный плюс. Вы видите удаленно, например, камера установлена у вас на даче. Вы видите свою дачу, которая находится удаленно за несколько километров, за сотни километров, также за 1000 километров. Все это работает через интернет и даже в другой стране. Можете камеру, зная данные, зная пароли, завести ее к себе на видеорегистратор. И с другой стороны и наблюдать в онлайне, что происходит у вас. Ну и также вся эта запись сохраняется с камеры на видеорегистратор ваш домашний. Видеорегистратор ваш домашний служит уже таким облачным сервисом, так сказать, удаленным. Что случится с камерой? Последние все моменты будут сохранены у вас удаленно дома на видеорегистраторе. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео, помогайте продвигать видео. Подписывайтесь в группу чат в Телеграме по видеонаблюдению, мой Телеграм-канал. Также обязательно подпишитесь, там вы можете со мной связаться напрямую. То есть я буду видеть ваше обращение ко мне. Почта для консультаций, кому интересует, у кого нету Телеграма, Инстаграма, кто не может со мной связаться. На почту пишите, помогу вам подобрать камеры, видеорегистраторы, чтобы вы уже дома сами все подключили без всяких вопросов. Дам вам ссылки, останется вам только заказать. Всем удачи и до следующих видео.